Ну что же, и пока радиоконструктор, как говорится, в пути на этот стол, вами любимый, я знаю, что вы его очень любите, этот стол заработал неимоверное количество комментариев, поэтому никогда ничего с ним не сделаю, потому что так как он, еще никто не заработал комментарии на ютубе. Но сегодня, пока конструктор, как говорится, в процессе, я хочу показать вам вот такой приемник. Мне его прислал один из подписчиков. Спасибо большое. Видимо, на день рождения. И просто говорит, подарок, на, может быть, что-то с ним сделаешь. Я его, честно сказать, попытался включить, вставил в него батарейку, но он молчит. Он говорит, что пытался там его починить, менял конденсаторы, менял там что-то, пропаивал, но все попытки ни к чему не привели. Не только кожаные мобилки в конце 90-х жили в кожаных чехлах, но также и советские радиоприемники. Вот такой радиоприемник Селга. И попробуем оживить его. И глянем, что он принимает. Давайте попробуем подключить к нему батарейку. Аж искра пролетает на батарее. И какой-то щелчок в динамике. То есть я думаю, что, наверное, не стоит его так включать. А нужно разобрать и посмотреть, что там с ним, промерить. И какие элементы неисправны. Я думаю, что внутренности этого приемничка знакомы многим, в том числе и мне. Я не могу сказать, что я не знаю, что я увижу внутри. Вполне себе был популярный приемник в нашу юность. И поэтому я думаю, что починю его достаточно быстро и просто. Вот винты выкручены. Я думаю, самое время его открыть. Угу. Так, и вот что мы тут видим, собственно. Здесь заменены уже конденсаторы электролитические. Также я вижу отсутствие длинноволнового контура на ферритовой антенне. А средневолновый видно, что достаточно самодельный. Выходные транзисторы какие-то достаточно, вот этот какой-то вот окисленный. А вот здесь стоит МП-16. Хотя это должна быть пара, подобранная по усилению. Потому что если у них будут разные усиления, то возникают очень сильные гармонические искажения. Этот же транзистор МП-41. Стоит один МП-41, один МП-16. Как я понимаю, скорее всего, вот этот транзистор еще родной. Потому что он окислился, наверное, из-за того, что был близко к батарейному отсеку. А вот этот транзистор, скорее всего, пытались уже здесь заменить. И поставили МП-16, видимо, какой был, такой и поставили. Поэтому я начну с того, что, скорее всего, выпаю сейчас эти транзисторы, и как минимум, даже если они исправны, то я все равно их заменю на подобранную пару таких транзисторов, как должны стоять. МП-40, МП-41, 42 и тому подобное. Чтобы открутить плату от панели, нужно отвернуть вот эту вот стоечку. Она освободит плату. И можно будет ее вот так вынуть. Она здесь на зацепчиках. И достаточно на себя немножко потянуть и вверх. И плата выйдет. Динамика отпаяем. Вот, плата от корпуса освобождена. И я думаю, что нужно выпаять сразу вот эти транзисторы. И проверить. Видно, что они оба паялись. И я думаю, что нужно начинать поиск именно с выходного каскада. Потому что, когда я подключаю элемент питания батарейку крона, проскакивает прямо аж искра. И кроме как вот эти два транзистора напрямую к питанию, собственно, больше ничего здесь и не подключено. Потому что вся, скажем так, малосигнальная часть, она вся подключена через резисторы достаточно высокого сопротивления. И чтобы прямо вызвать искру, такие щелчки в динамике, они не могут создать таких условий. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас, заменив вот эту пару выходных транзисторов, скорее всего, все заработает. Обычно они вылетают из-за переполюсовки. Потому что вот этот вот разъем
батарейки крона, его можно очень легко на нем перепутать полярность. То есть достаточно подставить крону не той стороной на эти контакты, она не зафиксируется, но тем не менее уже в приемник пойдет неправильная полярность. И сразу же вылетают вот эти вот оконечные транзисторы. Они первые стоят без всяких ограничивающих цепей, прямо подключены к источнику питания через обмотку трансформатора. Обмотка трансформатора выходного достаточно, вот я покажу, вот они выходные трансформаторы. Обмотки выходного трансформатора достаточно низкоомная, и поэтому эти транзисторы сразу же выходят из строя, как только к ним будет подключена неправильной полярностью питания. А что касается, как я уже сказал, малосигнальных всяких вот этих вот цепей, то они через резисторы довольно-таки высокого сопротивления подключены к питанию. И даже при полюсовке, при переполюсовке, они, скажем так, не выходят из строя. Потому что тока ограничивающего свойства резистора хватает, чтобы, ну, скажем так, не выбить транзистор. Поэтому я сейчас их выпаиваю сразу, проверяю и пробуем. Я помню, как все ругались на то, что я загибаю выводы. Но здесь выводы тоже загнуты. И говорят, а как ты это потом будешь ремонтировать? Ну, во-первых, эти конструкции не пытался ремонтировать. А все-таки никаких проблем я не вижу с загибанием выводов, потому что это удобно при монтаже. А при демонтаже, да никаких сложностей. А для этого нам нужно взять вот такой вот, так называемый отсос. И, как говорится, отсосать. Прогреваем место. И так вот, раз, и удаляем припой. Прогреваем и удаляем. И вот, как видим, транзистор полностью свободен. Смотрите, никаких проблем с его выпайкой не возникло вообще. Вот он полностью свободен. Теперь выводы вот так вот нужно выровнять. Поэтому такой трагедии, прямо как устраивают в комментариях, ай, выводы загнул. Да никакой трагедии нету. И был просто какой-то вой, ай-яй-яй-яй, как ты потом его будешь доставать и как ты потом будешь его выпаивать. Да спокойно, вот так транзистор отсюда выходит. И все хорошо транзистору. И прекрасно себя, собственно, чувствует печатная плата. Никаких проблем здесь нет. Сейчас мы это все помоем и все. И второй транзистор я также выпаю. Ну вот я беру отсос и таким же образом выпаиваю и этот транзистор. Поэтому никаких проблем с выпаиванием транзистора я не вижу. Вот он сам и выпал. И я абсолютно не вижу там проблем с загнутыми выводами. Дорожки себя чувствуют здесь великолепно. Ничего не отслоилось, ничего не отвалилось. Поэтому, я думаю, пугалки про загибание выводов, о том, что это прям какие-то прям ужасные, несовместимые с жизнью, прямо какие-то вещи, ничего страшного нет. Спокойно выпался транзистор с загнутыми ногами. Так, ну вот эти транзисторы, я думаю, надо прозвонить тестерам и понять, что с ними. Этот корродировал, видимо, батарейка протекла. Вот так он корродировал. А это уже кто-то засунул, наверное, какой был в попытке отремонтировать его. Видимо, засунули вот такой, но скорее всего, что это тоже был неисправным. А может быть и работал он, а потом снова его сожгли. Вероятно, перепутали снова полярность. Вот в кадре появляется мультиметр в режиме прозвонки. При коротком замыкании щупов он показывает у нас 0 и пищит. И давайте проверим эти транзисторы. Кстати, судя по формовке выводов, это, я так понимаю, все-таки родной. Это транзисторы ПНП проводимости. На него нужно поставить на базу. База посередине на корпус соединена. Нужно поставить отрицательный щуп. И попробуем на коллектор. А, ну вот он пробой. Значит, на эмиттере нормальный, а на коллектор вот он пробит. Переворачиваем щупы. Теперь положительный ставим на базу. На эмиттер пробой. А на коллектор нормально. То есть переход база-эмиттер пробит. И попробуем на втором. Также ставим отрицательный щуп, ставим на базу. И также точно пробит. А здесь нормально. Оба транзистора выбиты
одинаково. Это, скорее всего, говорит именно о переполюсовке, потому что они включены там по факту одинаково. В оба одинаковых плеча, нагружены на обмотки трансформатора. Да, скорее всего, просто была переполюсовка. Что ж, я думаю, что нужно подобрать пару транзисторов. Ну вот у меня есть некое количество этих транзисторов в таких корпусах серии МП, П, ГТ и тому подобное. Я думаю, что тут можно, в принципе, что-то подобрать. Вот есть P402, это высокочастотный транзистор. Вот МП41. Я думаю, в самый раз. Я сейчас пооткладываю, и потом мы будем... Это 422, тоже высокочастотный. Вот я сейчас отложу все МП41, которые я здесь найду. Вот МП41. Откладываем. И вот так вот сейчас попробуем подобрать пару. Из всего своего запаса мне удалось найти вот такое количество транзисторов серии МП40, МП41, МП42. И из них попробуем сейчас набрать какую-нибудь пару. Для этого возьмем тестер, включаем его в режим коэффициента усиления. И я думаю, что нужно, засовывая транзисторы, значит, у него идет так коллектор база-эмиттер, если вот так его держать. И вот здесь у нас обозначено PNP. Так, вот PNP, коллектор база-эмиттер. И вот нам нужно его вот таким вот образом и вставить, чтобы выводы совпали. Вот. Вот его коэффициент усиления 57. И примерно ему пару находим. Так, вот этот 41. Тут подписано, кстати, на нем 48. Вероятно, его если погреть, у него станет 48. Ну да, видимо, при более теплом. Или другим прибором 43. Да, при нагреве уже у него растет коэффициент усиления. Скорее всего, на горячую мере, скажем так. Так, ну вот тут 48. У предыдущего, как мы уже увидели, 54. И вот так вот смотрим, чтобы максимально найти сопротивление. Вот вообще 20. Вообще ни о чем можно вот ложить. И нужно найти пару, у которой будет максимальное усиление. Увенчались успехом мои попытки найти пару. Этот дает 30, сейчас 31, 32 где-то, ну 32 усиления. И этот дает тоже 31 усиление. Ну это нормально. Это отличный разброс. Значит, этот у нас получился МП40А 81 года. И пара к нему МП40А 72 года. Немножко разные года выпуска, но они одинаковые. И впаиваем их в приемничек. Первый транзистор запаиваем на свое место. Так, чтобы вам было видно. И, конечно же, я загибаю выводы, как вы это любите. Чтобы он просто держался в сторону печатной дорожки, да, как положено. И припаяю его. Я скажу так, что Gitinax, да, он отслаивается, но если соблюдать температурный режим, время пайки, не давать каких-то усилий на дорожку, то в принципе она не отваливается. Она вроде бы более-менее даже держится. Поэтому вот, как вы видите, с Gitinax был выпаян транзистор, новый запаян, и ничего, вроде бы не отвалилось. Так, и второй тоже запаиваем транзистор. Как я думаю, скорее всего, длинноволновый диапазон здесь вообще исключили. Поставили здесь один только средневолновый, вернее оставили. Я так вроде бегло промерил, все остальное целое. Вот так вот запаялись эти два транзистора. И вот они здесь теперь как дома. Можно собирать. Так, это есть. И теперь устанавливаем платку на место. Ага.
Вот эту стоечку закрутим. Так, стоечку закрутим вот сюда, где она, собственно, и была. И таким макаром платка зафиксировалась. Так, чтобы полностью собрать или попробовать подать напряжение. Ну, давайте, ладно, попробую подам напряжение. Сейчас сделаем батарейка. Так, итак, значит, выключаем его. И вот видите, как оно устроено. Что можно легко неправильно подключить. Так вот, просто сейчас коснулся, и все, и сдох. Подключаем правильно, вот так. Ага. И пытаюсь включить. О! Все. Так, признаки жизни подал. Отлично. Значит, усилитель заработал. В том было дело. Все, собираем его быстренько в корпус. И идем на улицу проверять, что он там ловит на средних волнах. Кто-то мне там в комментариях пишет: да на средних волнах уже ничего там не принимается, ты уже все там, какой-то у тебя плеер там в коробочке внутри там крутит какие-то музыку. Что ты там нам рассказываешь? Не знаю, у кого там что принимается, не принимается. Нормально, много станций идут и из России, из Украины, из Европы, откуда только не слышно их. Поэтому, в принципе, все нормально. Сейчас пойдем послушаем. Сейчас его скручу. Скрутил я его, собрал. Все, здесь настройка, шкала не работает, громкость. Вставляем батарейку и идем на улицу. Она, правда, телепается здесь как-то, я не знаю, под что она там. Я такой поролонкой еще ее проложу. Приемник крутой, он должен быть в кожу одетый. Он там уже пытается сам включиться, ничего себе. Я не знаю, тут ничего не впоймает, потому что здесь у меня светодиодные лампы, импульсные блоки питания. Пойдемте на улицу. Так, я вышел немного на улицу от здания. Возле дороги эти лампы жужжат все, но тем не менее. Попробуем. Буду оперировать одной рукой, вторая рука занята. Так, сейчас как-то, чтобы его не уронить. Громкость надо добавить. Неудобно. Своите изисквания, то не беше особено трудно. Кажете ни малко за усещането да си в голямата зала на Берлинската филхармония, насред сцената и де-факто там насред публиката, защото тя не... Так, что дальше? Dar este semnificativ mai ieftină decât energia convențională, fie că vorbim de Iar dacă ne gândim să dezvoltăm și acea insulă artificială de energie, care permite deblocarea interconexiunii și un parc eolian de 3 GW. Reprezentanții energiei. În speță proiectul care include insula energetică. Съм кожните теми. От наче са да не бъде малесеньки дитки. Чтобы обеспечить доступ к субсидиям для сельхозпроизводителей, за последнее время было Ага. Ну, какие-то станции есть. И в шлем надежды спасения. О, еще тут что-то. Павел упоминает это. Какие-то станции пропустил. În economie, prin nevoie de înaltă specializare. Junio, sommerkostet sig så färdig. Ну, что-то принимает. Ușor se creează două. Там и мужчины, и женщины носили шляпы. Сегодня мода изменилась, однако было бы здорово, если бы это стало незыблемой нормой, когда каждый христианин носит на голове это
этот самый шлем надежды спасения. Ну, как-то так. В этих стихах мы опять встречаем Вроде работает. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în дороги русская техника. Вибухи, постійні вибухи, мені було страшно. Nu știu. Cred că și eu așa închiriam gândul volna. Ну что же, вот такой вот приемничек. Вы сами увидели, как он все принимает, как он работает. Отлично. Я рад, что его починил. Будет в моей коллекции еще один такой приемник. Спасибо подписчику. Я вам покажу лайфхак. Вот эти транзисторы, которые остались. Знаете, что с ними можно делать? Их выбрасывать не надо. Я вам показываю. Берем вот эти выводы. И вот так вот безбожно их отламываем. Отламываются они, благо, легко. Вот так вот. Отломали. И этот отламываем. Вот. Получается такой корпус. А теперь смотрите, что надо сделать. Когда делаете какую-нибудь лицевую панель, под вот этот диаметр вот так вот сверлите отверстие, вставляете, а с этой стороны кнопочку. И получаются отличные нажиматели, толкатели. Очень красивые, очень классные. У меня такие стоят в моих самодельных приборах. И когда-нибудь я еще буду что-нибудь собирать, а я буду обязательно что-нибудь собирать и показывать вам на видео. Мы применим вот такие вот транзисторы. Мы применим вот такие вот транзисторы в виде нажималочек. Вот так. Ну а на данный момент я вам говорю до свидания. Спасибо за просмотр этого видео. Поставьте лайк и подпишитесь. И помогайте, пожалуйста, каналу. Вот на вот этот номер. Будем дальше развиваться, делаться, потому что сейчас никаким образом YouTube не спонсирует. Спасибо, что были сегодня со мной. Я постарался вас как-то развлечь. И думаю, это видео тоже вам понравилось. Поэтому всем пока-пока. До новых встреч. Скоро выкуплю я конструктор и что-нибудь сделаю. Вот. Камеру вырубай.